Друзья, всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами про коронавирус. Помню, в начале 2020 года у нас в Словении был жесткий карантин, нас всех закрыли. Мы вообще практически не выходили из дома, выходили только в магазин, и то раз в 2 недели. Нам нельзя было выезжать в соседние даже общины, в соседние города. То есть вообще все площадки были закрыты, были натянуты такие клейкие ленты вокруг площадок. То есть вообще мы сидели, дрожали. Я помню, когда я выходила из подъезда за продуктами, это просто было такое ощущение, как будто бы я совершаю какую-то вылазку, как партизан, вылезаю ночью в логово врага. Приходили в магазин, все были в масках, надевали перчатки, до всего было страшно дотронуться, был просто жуткий-жуткий страх. Но, естественно, человек так устроен, что мы не можем вечно находиться в страхе. И постепенно как-то к этому все привыкали, и все-таки меры как-то положительно повлияли. И потом как-то жизнь становилась свободнее. Весной, летом нас укрепы вот эти все снимали, и мы как-то начинали жить снова заново. Мы ездили в отпуск на море, там даже посещали другие соседние страны. Например, мы отдыхали в Хорватии в 2020 году летом, все было хорошо. Но осенью, как всегда, вирус возвращался, и опять, значит, становилось как-то все хуже и хуже. Снова закрывали школы, дети уходили на учебу онлайн. Я, конечно, противник такого обучения. Это очень сложно самим школьникам, это сложно также родителям. Но вот в конце 2020 года мне пришлось по делам поехать одной без своей семьи в Санкт-Петербург. И когда я уже уезжала из Словении, я уже предчувствовала, что, скорее всего, я заражусь. Потому что, общаясь со своими родственниками, с друзьями из России, я понимала, что в России никто абсолютно не соблюдает практически никаких мер предосторожности. Большинство людей ходят без масок, посещают свободно кафе, театры, музеи. И когда я ехала, я понимала, что, скорее всего, мне не уберечься, потому что мне предстояло посещать тоже много различных заведений, скажем так, банков, МФЦ, паспортных столов. То есть понятно было, что я буду находиться в общественных местах. И вот, конечно, в конце ноября, в начале декабря я заразилась в Санкт-Петербурге ковидом, перенесла его достаточно легко. Не было у меня высокой температуры, у меня была слабость очень сильная, я потеряла обоняние, перестала чувствовать продукты, и у меня была бессонница, и даже, можно сказать, вернулись панические атаки. Но как-то я это все перенесла на ногах, даже не обращалась к врачам. Перед поездкой в Словению я сделала тест в аэропорту, он был отрицательным, и я прилетела обратно к своей семье на Новый год в Словению. Соответственно, семья моя жила весь декабрь в Словении без меня, и они не болели коронавирусом. Ближе к лету я и мой муж, мы сделали прививки. Прививки я перенесла, можно сказать, хуже, чем ковид. Мне было очень плохо, у меня была высокая температура, ломота во всем теле, слабость.
Было очень-очень плохо, но все-таки как бы вот 2 раза я перенесла. Не знаю, как вот сейчас говорят, что 2 прививками не ограничимся, что в скором времени, скорее всего, эти прививки будут сезонными, такими же сезонными, как сама болезнь, которая никуда не уходит. Мы вот уже какой год, получается, убеждаемся в том, что коронавирус и не собирается уходить. И вот сейчас начался сентябрь, и мой сын, ему 9 лет, он пошел в 3 класс, и сентябрь еще даже не закончился, и он уже заразился коронавирусом. Он пришел на днях из школы, и поздно вечером у него заболела голова. Заболела голова, и поднялась высокая температура. У нас дома был быстрый тест, мы его сделали, тест оказался положительным. Но мы все-таки надеялись, что быстрый тест, он не всегда дает правильный результат. Мы обвестили школу, я сообщила нашему врачу о нашей ситуации. Врач очень быстро, прям рано утром на следующий день ответил, записали нас на ПЦР-тест. Мы поехали через день на тестирование. И да, ПЦР-тест тоже подтвердил, что мой сын болеет коронавирусом. Видимо, так как мы привиты с мужем, это нам помогло, мы не заразились. Младший ребенок, которому всего лишь 5 лет, он тоже не заразился коронавирусом. Но старший ребенок переносит достаточно сложно болезнь. У него поднимается температура примерно 3 раза в сутки, выше 39, и начинает болеть голова. Пока мы спасаемся ибупрофеном и много-много пьем. Но не знаю, сколько все это будет продолжаться, и я, естественно, боюсь, чтобы не было никаких ухудшений в его самочувствии. Пока вот наблюдаем за его состоянием. Надеемся, что в ближайшее время будут улучшения. В его классе заразилось тоже несколько человек. Вот его ребята, с кем он дружит, они все переносят очень легко, практически незаметно, небольшой насморк и першение в горле. Но, например, одна мама моего сына-одноклассника, она не была привита и тоже заболела. И сейчас очень-очень тяжело она это все переносит. Что еще хотела сказать вам? Сейчас с 15 сентября в Словении вступают новые правила без теста, без негативного теста, без справки о том, что ты переболел, и без прививки не будут пускать никуда. Нельзя будет ездить в автобусе, нельзя будет пойти в банк, нельзя будет пойти элементарно к парикмахеру, и даже нельзя пойти в продуктовый магазин, если он находится в торговом центре. За продуктами можно идти только в отдельно стоящий супермаркет. Естественно, очень много людей недовольны такой ситуацией. Некоторые люди не хотят прививаться по тем или иным причинам. Много пожилых людей, которые также боятся прививаться. Например, у меня есть подруга пожилая, она уже пенсионер здесь, в Словении, и она инвалид, у нее есть право делать бесплатные тесты. Но чтобы делать эти бесплатные тесты, ей нужно до этого места добраться. Автомобиля у нее нету, ей нужно добираться, соответственно, автобусом. Но так как, например, твой тест уже истек срок годности, нужно ехать за новым тестом, а в автобус, получается, ее не пустят. То есть получается замкнутый круг. Естественно, многие люди таким порядком вещей недовольны. И
В Словении сегодня планируется выход людей на митинг, кто не согласен, против вот этих новых правил. Потому что, конечно, людям кажется, что их права ущемлены, скорее всего, это так, конечно. Но с другой стороны, например, я вообще не вижу никакого выхода вот из этой ситуации. Какой-то замкнутый круг. И я понимаю тех людей, которые не хотят прививаться, да, и я бы тоже сама бы не хотела прививаться, но обстоятельства сложились так. Я знаю, в принципе, как тяжело переносится эта болезнь, поэтому я приняла для себя решение привиться. Но посмотрим, как будет дальше, посмотрим, как будет протекать болезнь моего сына. Буду держать вас в курсе. Ребята, подписывайтесь, пожалуйста, на мой блог в Ютубе, ставьте колокольчик и лайк. И до новых встреч!